Сегодня видео будет снова о Гданьске, о моем самом любимом польском городе. Начало наших приключений в Гданьске вы сможете посмотреть по ссылке сверху. Где мы еще так мокли? Второй. Второй стеклянний. Тоже все подивилися, а потім як до машини поробили. А, теж взяли покушати, да? І наче все теж. І побігли в машину кушати. Так, як взяли покушати і дощ начався. Кажу, ми сьогодні на пляжі були, загорали. Это величественное и королевское здание – Великая оружейная палата, то есть арсенал. Была построена в 1602-1605 годах. Янтарь, де тут? Всякі украшения. Где? Ну, наверное, надо туда. Мариатская базилика Святой Марии – самый большой кирпичный костел в Европе. Высота церковной башни с гребнем 82 метра. По некоторым данным, истоки храма восходят к 1243 году. Однако в то время на месте базилики стояла деревянная церковь, а кирпичный храм здесь был построен только 100 лет спустя. Костел представляет собой образец кирпичной готики.
Мариатска. Улица Янтаря. Узкая пешеходная улица Мариатская с очаровательными магазинами, ресторанчиками и кафе. На этой улочке много лавок с янтарными изделиями, которые добывают в этом регионе. Здания тут имеют характерные гданьские подъезды, украшенные лестницами и мини-террасами, что свидетельствует о былом богатстве гданьских горожан. На улице Святого Духа жили люди культуры и искусства. Сегодня это место по-прежнему славится уличными ремесленниками. А во время ежегодной доминиканской ярмарки именно здесь устанавливают киоски ремесленников, скульпторов, деятелей искусства и рукоделия. Це що, повернувся це чи що? Що це? Ні. Ворота кран были построены в 15 веке. Этот портовый кран был самым большим портовым краном в средневековой Европе. Также защищал город от нападений. Сейчас это филиал Национального морского музея.
Польская Балтийская филармония имени Фредерика Шопена находится на острове Оловянка, в исторических реконструированных зданиях бывшей городской электростанции. Да-да, вы не ослышались, теплоэлектростанции. В 1998-2005 годах было проведено преобразование этой постиндустриальной зоны, адаптированное к потребностям филармонии. Здание ожило новой жизнью. Колесо обозрения Amber Sky высотой 50 метров. Конечно, стоит посмотреть город с высоты этого колеса обозрения, но, к сожалению, погода сегодня не позволяет. Tam jest. Возведенный пешеходный мост на Оловянке был открыт в 2017 году. 90-тонный разводной пешеходный мост планомерно поднимается и опускается в течение дня. Он соединяет центр города с островом Оловянка и обеспечивает более легкий доступ к филармонии и музеям. Настя промокла? Настя промокла? Да. Андрей промок? Максим? Нет. Сухой? Да. Солдек – сухогруз послевоенной эпохи с морским музеем. Уникальный памятник военно-морской техники. Единственный сохранившийся в мире паровоз для угля. Это был первый прототип морского корабля, построенный в Польше после Второй мировой войны. С момента первого подъема флага в 1949 году до окончания службы в 1981 году Солдек совершил 1479 рейсов, перевозя в общей сложности более 3,5 миллионов тонн угля и железной руды. А это современный национальный морской музей в реконструированных зернохранилищах XVII века у судостроительной верфи.
Яхтовая пристань Гданьск-Марина расположена практически в центре города. Пристань была построена в 1997 году. В то время Гданьск отмечал свое тысячелетие. И снова дождь. Пора подсохнуть и перекусить. Мы зашли в атмосферную столовую «Молочный бар» с многолетней историей. Потом и картошку. А если что? Все, едем назад. И позагорали, и покупались на дождю. Понравилось вам? Классно, супер. Я обгорела и промокшая. Едем домой. Осеннее море. Ну вот и все. Наши приключения в Гданьске закончились. Переменчивый морской климат поменял наши планы и сократил путешествие. Жаркое солнечное утро и полдень сменились неожиданным ливнем. Но от этого впечатлений не стало меньше. Не сидите дома, путешествуйте.